Приветствую! Я прекрасно понимаю, что, зайдя на это видео, у вас серьезная проблема. Блокировка активации Apple ID, будь то часы Apple, iPhone, либо iPad, либо, возможно, MacBook. Я понимаю, это очень серьезная проблема, и на первый взгляд кажется, что дела очень плохие. Но не все так, как вы думаете. В этом видео я пошагово и наглядно покажу, каким образом самостоятельно и бесплатно отвязать часы Apple Watch третьего поколения от блокировки активации Apple ID или аккаунт Apple, начиная с iOS 18. Обратите внимание, что отвязать вы сможете Apple ID только через официальную поддержку. Никакие видео, никакие программы вам не помогут, потому что на сегодняшний день, на сентябрь 2024 года, когда я записываю это видео, не существует никаких обходных моментов. Только официальная техподдержка сможет снять блокировку активации. Только при наличии официального чека, что вы легально приобрели продукцию Apple. Обратите внимание, что я не оказываю никакие услуги по разблокировке Apple ID, потому что я показываю вам наглядно, как это работает, и вы должны действовать сами. Не пишите мне с такими просьбами, я их выполнять не буду. Обращайтесь только в техподдержку компании Apple. Очень важный момент. Для того, чтобы вам отвязали Apple ID или аккаунт Apple, нам необходим только чек. Никакие коробки, никакие скриншоты о том, что вы приобрели какой-то либо продукт компании Apple, не подходят. Итак, давайте мы изучим подробно суть проблемы с помощью iPhone и моих Apple Watch часов. Перед вами iPhone 15 Plus, это мой основной телефон, и часы Apple, которые на данный момент заблокированы блокировкой активации Apple ID или аккаунт Apple. При настройке новых часов, естественно, вот они у нас появились сейчас, нажимаем «Продолжить», нажимаем «Настроить для себя». Так, Face ID. Отлично. И давайте сейчас мы их попробуем первоначально настроить. Так. Пара с Apple Watch создана. Ну, не совсем это так. Настроить как новый Apple Watch. Левая рука, как обычно. У кого-то может быть правая. Обратите внимание, что интернет, соответственно, должен быть подключен. И ждем активации. Сейчас происходит: iPhone берет данные наших часов по Bluetooth и передает их на сервера Apple, где они, соответственно, заблокированы. Происходит установка языка. Принимаем условия и положение. И, как мы можем видеть, у нас вот это замечательное сообщение. Часы Apple Watch заблокированы владельцем. Блокировка активации предотвращает использование этих часов Apple Watch посторонними. Чтобы разблокировать эти часы Apple Watch, укажите аккаунт Apple и пароль, которые использовались при их настройке. В моем случае я совершенно не знаю никаких данных, я забыл все, например, или вообще никогда их не знал, какой тут использовался email и пароль. И, в принципе, если у вас нет оригинального доказательства, что эти часы либо ваши, либо ваших родственников, либо вы купили, то вы ничего сделать не сможете. Эти часы просто-напросто идут в утиль. Все, они негодные абсолютно, потому что на сегодняшний момент, как я уже говорил, не существует такой специальной отвязки, чтобы можно было это как-то обойти. То есть это очень серьезная защита, и поэтому аппараты Apple и часы Apple Watch стоят так дорого. Итак, что нам необходимо сделать? Нам необходимо будет заполнить специальную форму и подготовить чек со специальным фото. Но для начала нам необходимо найти серийный номер самих часов. Давайте мы в сторону уберем наш iPhone. С первой серии часов Apple Watch серийный номер у нас находится вот здесь же, где этот текст у меня. У меня третья серия, поэтому серийный номер находится под ремешком. Как его снять? Смотрите. Нажимаем на кнопку вот так ногтем и выводим либо влево, либо вправо. Значит, спокойно. Не дергаем. Иногда это бывает не очень легко так снять. Так, вот, видите, все, я вправо сделал, и у меня ремешок снялся.
Серийный номер у нас находится внутри. Как вы можете его увидеть? Смотрите, я, например, включал фонарик. Таким образом. Я не знаю, сможет ли камера передать этот серийный номер. В общем, я его отдельно в видеомонтаже укажу потом позже. Сейчас тут какая-то грязь. Ребят, если вы, значит, сняли ремешок и у вас там немножко грязь появилась, используйте вот деревянную зубочистку просто вот таким образом, чтобы почистить это дело. Ну, давайте я попробую вот, не знаю, сможет ли камера взять это. Ну, в принципе, вот, да, видно. Так, ребят, ну вот, под таким углом вроде как видно. Вот, мы можем отчетливо видеть серийный номер. Нам он обязательно пригодится. Если что, делаем фотографию, либо выписываем его на листок бумаги. После того, как мы узнали, какой серийный номер у часов, нам необходимо подготовить товарный чек, который у вас имеется на руках, который будет подтверждать, что именно вы являетесь владельцем данных часов, а не кто-либо другой. Это будет служить доказательством для компании Apple, для того, чтобы нам сняли блокировку активации Apple ID. Давайте чек уберем в сторону. Теперь собираем наши часы снова, вот таким образом, и выключаем их до включения, когда они у нас будут уже разблокированы. Теперь переходим к компьютеру. Нам необходимо заполнить форму для разблокировки активации Apple ID на официальном сайте Apple. Ссылку я оставлю в описании к этому видео, для того, чтобы вам было проще перейти. Итак, изучаем страницу. Отправьте запрос на дополнительную поддержку для разблокировки устройства. Прежде чем продолжить, необходимо знать следующее. Вы должны быть владельцем устройства. Необходимо предоставить подтверждение факта владения. В подтверждении факта владения должен быть указан серийный номер, номер email или ME-ID. Данные на устройстве будут стерты. Если компания Apple снимет блокировку активации на устройстве, все файлы и данные, которые на нем хранятся, будут стерты безвозвратно. Обратите внимание, что в результате восстановления данных устройства из локальной резервной копии будет повторно включена блокировка активации. То есть, в случае, если вам сняли блокировку активации, ни в коем случае не загружайте снова ваш бэкап данных, то есть ваша резервная копия, которая хранится либо на компьютере, либо в iCloud, потому что в противном случае у вас активируется снова эта функция и нужно будет опять писать запрос и заниматься повторно вот этой проблемой. Так что будьте внимательны. Обязательно читайте все, что здесь написано на русском языке, все подробно в мельчайших деталях. Устройство не должно находиться в режиме пропажи, ребята. Самое важное, просто вот как в моем случае, часы привязаны к Apple ID, данные неизвестны, все, нам необходимо избавиться от защиты Apple ID. Дальше, условия использования. Отправляя запрос на помощь с блокировкой активации, вы подтверждаете следующее. Вы являетесь владельцем устройства, устройство не находится в режиме пропажи, еще раз. Любая информация, отправленная через эту службу, в том числе ваши личные данные, будут использоваться компанией Apple и ее аффилированные компании для обработки вашего запроса на оказание поддержки блокировки активации. Третье. Если компания Apple не снимет блокировки активации на устройстве, все файлы и данные, которые на нем хранятся, будут стерты безвозвратно. Вы несете ответственность за резервное копирование всех данных. После отправки запроса на помощь с блокировкой активации вы не сможете аннулировать его. Компания Apple оставляет за собой право отклонить или отменить любой такой запрос. То есть отказы тоже возможны, но мы сегодня сделаем все правильно, у нас все будет хорошо. Нажимаем галку «Я принимаю условия», нажимаем «Продолжить». И теперь нам необходимо указать адрес электронной почты. Так, я вписываю свой email адрес, который у меня указан в YouTube. Серийный номер, который мы с вами все запомнили. Так, внимательно вписываем наш серийный номер. Это у нас G. Еще раз контролируем. GJ9Z 30 CP J5X6. Отлично. Я всегда делаю вот так вот копировать, для того, чтобы, если какая-то ошибка произойдет, чтобы я не вписывал этот номер сразу. Как вы видите, у нас обе галочки сработали. Вписываем антиспам защиту. Это у нас VL1C. Нажимаем «Продолжить».
И теперь нам высылается специальное письмо на электронную почту, где мы сейчас все это проверим и уточним, точно ли это наши часы и точно ли мы хотим разблокировать и удалить блокировку активации Apple ID. Итак, как мы можем видеть, мне пришло письмо. Здравствуйте. Чтобы продолжить оформление запроса, перейдите по этой ссылке или скопируйте ее в браузер. То есть мы переходим спокойно. Это у нас от Apple. Все в порядке. И, как мы видим, мы нашли ваше устройство. Проверьте правильность указанных ниже данных. Значит, часы Apple Watch Series 3 Nike Edition GPS 42 мм. Это именно мои часы. У меня они только в черном цвете, как я уже показывал. Так вот выглядят. Вот они. Но это не имеет значения. Это наши часы. Нажимаем «Продолжить». И теперь мы указываем наши данные, как с нами можно связаться. Здесь мы указываем наше имя, фамилию настоящую, дату покупки устройства, где было куплено устройство, и также укажем, почему мы не можем сбросить Apple ID, как вообще это произошло и каким образом мы забыли учетную запись. В самом низу нам необходимо будет приложить специальное фото, которое мы сделаем чуть позже. Итак, заполняем данные, которые у нас находятся в чеке, и указываем имя, фамилию. В моем случае я нахожусь в Австрии, я пишу латиницей. Обратите внимание, что дату нужно указывать наоборот. То есть сначала год, потом месяц и потом день. В моем случае 2019 год, 10 месяц, 2 число. Итак, данные я уже заполнил. Я указал имя, фамилию, дату покупки, название магазина, страну магазина, адрес, где был расположен магазин, индекс и город. Также можно добавить веб-сайт, если он существует, но так как в данный момент магазин Сатурн больше не существует, его заменил магазин Медиамаркт, поэтому я вставил ссылку Медиамаркт. В поле штат магазина можно указать просто Австрия. Теперь опишите действия, которые вы предпринимали для снятия блокировки активации. Действия очень простые. Я пишу, что у меня нет данных, абсолютно никаких, я просто их забыл. Итак, ребят, я написал следующее. У меня нет данных к Apple ID, доступ к почте полностью утрачен. Пожалуйста, отключите блокировку активации, чтобы я смог снова использовать мои часы. Спасибо, с уважением, Александр Вовк. Данное сообщение будет прочитано сотрудниками компании Apple, и они примут решение, стоит ли мне разблокировать часы или не стоит. Но у нас остался самый важный шаг – это загрузка специального фото. Переходим к созданию специальной фотографии. Значит, смотрите, я сделал таким образом. В модели, где вот Apple Watch Nike Plus, как мне сказал сотрудник, я дописал просто SN, сокращенно серийный номер. Номер серийный, естественно, самих часов. И она сказала, что, пожалуйста, напишите таким образом, чтобы работники техподдержки смогли его прочитать. Ну, я не являюсь супер таким прям каллиграфологом, но как смог, в общем, я написал. Вот. То есть, я думаю, этого будет достаточно. Ниже. На втором чеке я на всякий случай тоже написал также вот просто, где модель часов, SN и серийный номер. То есть этого должно быть достаточно. Все, это вот полноценный чек. Второй. Она сказала, вышлите лучше оба их, потому что на всякий случай. Все, здесь все хорошо. Нажимаем кнопку «Продолжить». Итак, еще раз проверяем свои контактные данные. Здесь вместо Австрии, штат магазина, я написал Österreich, это одно и то же, только по-немецки. И у нас один файл с чеком, который мы проверили, который подошел. Все, с серийным номером, написанным от руки. Нажимаем «Продолжить». И благодарим вас за отправленные материалы. Мы получили ваши данные и обрабатываем ваш запрос. На сегодня пока все.
Увидимся в ближайшем будущем. Ну что ж, дамы и господа, вот и свершилось. Наш запрос на снятие блокировки активации одобрен, как вы можете видеть у меня в имейле. Сегодня у нас вторник, и мне буквально разблокировали его за один день. То есть это очень быстро, я удивлен, просто круто. Давайте почитаем подробно письмо. Значит, ваш запрос на снятие блокировки активации одобрен. Мы одобрили запрос на разблокировку следующего устройства. Продукт Apple Watch Series 3 GPS 42 мм. Устройство готово к настройке с использованием нового идентификатора Apple ID. Как обычно, Apple предупреждает, что при выполнении следующих инструкций все данные будут удалены с устройства. И самый важный момент – не восстанавливайте устройство из резервной копии. Если устройство восстанавливается из резервной копии, блокировка активации может быть применена повторно. То есть ни в коем случае не загружайте вашу информацию, которая была с блокировкой активации с iCloud либо с компьютера, иначе снова устройство может заблокироваться. Ну что ж, давайте сейчас мы перейдем к часам, мы с вами их настроим как новые и проверим, все ли у нас работает как положено. Настраиваем Apple Watch, которые только что были отвязаны от блокировки активации Apple ID на iPhone 15 Plus. Давайте настроить для себя. Так, Face ID. Так, активируем пару. Создаем. Пара с Apple Watch создана. Настроить как новый Apple Watch. Рука у нас левая. Продолжить. Так, чуть поближе поставлю. Идет подключение Apple Watch. Это может занять некоторое время. Установка языка. Идет активация Apple Watch. Все. Условия положения принимаем. Аналитика часов не отправлять. Не добавлять. Продолжить. Окей. Продолжить. Пропустить. Вид сеткой. Вид списком. Мне нравится вид списком всегда. Продолжить. Выполняется вход в вашу учетную запись. Это может занять несколько минут. Часы сейчас входят в мой Apple ID аккаунт, который установлен на этом iPhone. Все, и происходит синхронизация. Ждем окончания процесса. Наши часы полностью готовы к работе. Давайте мы зайдем в сами настройки сейчас и посмотрим серийный номер. Для того, чтобы видео было более точным и чтобы вы видели, что я использую одни и те же часы. Так, заходим в основные. Об устройстве. И смотрим, вот он наш серийный номер. Пожалуйста. Это те часы, которые я показывал в самом начале, и теперь они полностью свободны без Apple ID. Версия прошивки установлена 8.8.1. Вот. Пожалуйста. То есть это у нас теперь полностью разблокированные часы. Мы можем добавлять различные циферблаты, например, вот таким нажатием. Пожалуйста, все работает. С задачей мы полностью справились. Ну-ка, как смотрятся теперь мои разблокированные часы? Идеально. Ну что ж, ребята, вот и подошел к концу наш документальный фильм о том, как самостоятельно и бесплатно отвязать ваши часы Apple от Apple ID или аккаунта Apple. Как вы видите, блокировка активации снимается очень легко и просто. Просто нужно соблюдать определенные действия, такие как перед отправкой чека обязательно удостовериться в том, что в чеке содержится либо email номер, либо серийный номер вашего заблокированного устройства. Так что будьте внимательны, делайте это в самом начале. Огромное спасибо всем за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось видео, то вы можете отблагодарить меня, нажав на сердце с долларом
и оставить пару евро на кофе за проделанную работу. И пишите ваши комментарии, удалось ли вам разблокировать ваше устройство и с какой попытки. Были ли у вас отказы или сразу же разблокировали, потому что мне эта тема очень интересна и многим людям тоже будет полезно почитать в комментариях. Отдельная благодарность спонсору моего канала WorldCoins TV. Всем спасибо за внимание, всем пока!